Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из PrestaShop в мой склад. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные о заказах из PrestaShop в другие системы. Например, в мой склад вести учет данных о новых заказах удобно обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных PrestaShop. Теперь необходимо указать действие «Загрузить новые заказы». На этом этапе необходимо подключить ваш PrestaShop к системе Apex Drive. Необходимо указать вашу версию PrestaShop, доменное имя, а также API-ключ. Обратите внимание, что доменное имя должно быть скопировано без дополнительных символов. Перейдите в личный кабинет PrestaShop и в разделе «Расширенные параметры веб-службы» сгенерируйте новый API-ключ, скопируйте его и сохраните изменения. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Для данной системы дополнительные настройки не предусмотрены, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому тоже кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем «Мой склад». Теперь необходимо указать действие «Отправка заказов». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт «Мой склад» к системе Apex Drive. Введите данные для авторизации в личный кабинет «Мой склад». Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке. Обратите внимание, при заполнении данных, которые будут отправляться в систему «Мой склад», важно указать внешний код товара, для того чтобы система «Мой склад» смогла идентифицировать товар. Важно, чтобы переменная с ID или внешний код ID товара из PrestaShop совпадала с внешним кодом товара в «Мой склад».
Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и продолжаем настройку. На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в мой склад». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!